Всем привет! Сегодня мы познакомимся с новинкой от DC Comics – Бэтмен – Первый рыцарь. Не Бэтмен, не путайте. Бэтмен. Эта лимитка будет состоять из 3 выпусков. Второй вроде как планируется к выпуску 9 апреля, третий 21 мая. Соответственно, где-то к 15 апреля мы выпустим здесь вторую часть и к концу мая, соответственно, третью. Сценаристом комикса является Дэн Юргенс, рисует Майк Перкинс. Для понимания истории также отмечу, что со слов создателей Брюс Уэйн в этой истории является Бэтменом всего лишь несколько недель. Ладно. Пора бы начинать. Меня зовут Мортом, погнали. Комикс открывается видом на Готэм конца 30-х годов, а конкретно 1939, что подчеркивается на следующей странице. Визуально атмосфера тех времен показана, на мой взгляд, превосходно. Голос за кадром дает нам небольшую экспозицию. Великая война. Война, чтобы закончить все войны. Она открыла дорогу сухому закону, распространению преступности и экономическому буму в конце 20-х. Однако смерть – неизбежный итог всего сущего. Хорошие времена подошли к концу. Ревущие 20-е перетекли в Великую депрессию и декаду всемирного отчаяния. Теперь новый виток изменений нависает над нами. 30-е постепенно исчезают, и следующий крупный период смоет нас, будто волна. Кратко объясню здесь 2 этапа. Ревущие 20-е. Это возвращение Северной Америки к мирной жизни после Первой мировой войны. Произошли радикальные изменения в искусстве, культуре и в целом в социальной жизни. У кино появился звук, радио стало повсеместным и, конечно, наступил расцвет джаза. Второе. Великая депрессия. Это экономический кризис с конца 20-х и по конец 30-х годов. Начался с биржевого краха Уолл-стрит, причиной которому послужил спекулятивный бум в середине 20-х. Этот мировой кризис больше всех ударил по среднему классу и беднякам. События переносятся, я так понимаю, в особняк. Некто, сидящий у камина, и есть наш закадровый рассказчик. Он продолжает. Современный век уже у порога. Это 1939. Следующее десятилетие созрело для свершений. Безумие и хаос нарастают по всему миру. Большая часть сгорит. Ужасы Великой войны не сравнятся с тем, что грядет, и мы должны смотреть на будущее как торговцы оружием, как на возможность. То, что меня охватило и к которой я готовился. Ресурсы подготовлены. Событиям дан ход. Наше время пришло. Мы выйдем из тьмы прямиком под прожектора на всеобщее обозрение. Приготовьтесь и ждите дальнейших указаний. Слово было сказано. И радио будто бы отвечает ему: «Да, сэр». Далее мы переносимся на улицы Готэма, конкретно в район Маленькая Италия. Судя по вывескам, журналисты окружили полицейских и, в частности, комиссара. Они вопрошают: «Убийства в Готэме вышли из-под контроля, Гордон. Как вы собираетесь это остановить? Правда ли, что жертва – очередной член городского совета? Кто-то говорит, что неужели это нацистские шпионы? И самое интересное, или же это то самое существо, что похоже на летучую мышь?» Но комиссар Гордон и полицейские, естественно, удаляются на место преступления, ничего им не отвечают, потому что, журналистов кормить дело такое себе. Гордон с порога спрашивает: «Келли, что там у нас?» Тот ему отвечает: бармен сказал, что парочка мужланов ворвалась сюда, сделала дело, и они покинули заведение». И некий Пипс подмечает, что запачкали телятину с пармезаном. Гордон парирует: вряд ли эта информация имеет значение. Кто-то что-то еще добавит. И комиссар заглядывает под ткань, где находится труп. Зрелище явно не для слабонервных, однако один из полицейских начинает хихикать. Гордон его спрашивает: «Это для тебя смешно?» На что тот оправдывается, мол: «Извините, комиссар, тяжелый день». Гордон их останавливает и спрашивает: «Где она?» И речь идет про голову убитого, которую обнаруживают на соседнем столике. И комиссар в ужасе: «Это Ходжес, член городского совета Винсент Ходжес. Это куда серьезнее, чем я думал».
Далее из разговора выясняется, что никто не может дать показания из-за шока от происходящего. И в этот момент Гордон отвлекает некая дама. Возможно, вы просто спрашиваете не тех людей. У комиссара резонный вопрос. Вы были с Ходжесом. И оказывается, что эта дама, да, действительно, она была с Ходжесом, но она не его жена. Она одна из девочек Макси. Эскортница, проще говоря. Гордон делает свою работу. Что тут произошло, мисс? Что произошло? То же, что и всегда происходит здесь каждый день. Парочка огромных парней ворвались сюда и избили бедного Винни в мясо, и... Затем Гордон ее прерывает. Да, знаю. Чиновники в последнее время стали главной целью. Девушка отвечает: да, плохо для них и плохо для бизнеса. Что вы будете делать? На что комиссар во всеуслышание отвечает, вот чтобы все заметили. Мы найдем их и закроем их подальше в исправительном учреждении Блэкгейт. Выйдя на улицу, журналисты вновь пытаются докопаться до Джима, но он молча минует их и буквально только-только собирается закурить сигару, как его отвлекает голос за спиной. «Комиссар, хотите избежать общества гиен и шакалов?» «С удовольствием», — отвечает Гордон. Рядом с машиной стоят двое, и один говорит: «Слушай, а кто это? Кто это приехал?» На что ему отвечают: так это ж готэмский, напыщенный, избалованный и считающий себя лучше всех Брюс Уэйн. Между Гордоном и Брюсом происходит небольшой диалог впоследствии, из которого мы узнаем, что Ходжес, оказывается, был старым другом Томаса Уэйна. Брюс подмечает, что это уже третий друг за последние 2 недели, кто был жестоко убит. Темные силы пытаются захватить Готэм, и надо бы приглядывать за сильными мира сего. Гордон соглашается с ним и также удивляется, мол, окей, а где твой дворецкий, почему ты за рулем вообще? Брюс отвечает, что, дворецкий уехал еще тогда, когда я поступал в колледж, я не видел его с тех пор. И далее по пути они рассуждают уже о других событиях, не связанными с личной жизнью. Это то, что происходило, что происходит и, возможно, произойдет. Однако вот эти происходящие убийства беспокоят Брюса куда больше обычного, потому что, уличная преступность, она жестока, да, но вот эти убийства кажутся куда более странными и ужасающими, Гордон добавляет. Без сомнений, ты уже слышал слухи о зверолюдях, которые рыщут в поисках жертв. Это наравне с теми историями о мистическом линчевателе, как там его пресса назвала? Спрашивает Брюс, и комиссар, недолго думая, отвечает: Бэтмен. Не то чтобы я видел его, зато моим ребятам попадался. Брюс подливает масло в огонь. По слухам, он и летучая мышь, и человек, и даже призрак в одном флаконе, но Гордон в это не верит. Зато он верит в то, что рано или поздно зло будет наказано, и справедливость восторжествует. Брюс опять подмечает: да ладно тебе. Это, небось, один из твоих копов действует вне закона, чтобы сделать то, что ему его форма не позволяет. Гордон, конечно, такое не одобряет, но если это так, то он очень бы хотел узнать, кто же там под маской, если это действительно так. Здесь их пути расходятся. Мы же с вами прекрасно знаем, что этот Бэтмен и есть Брюс Уэйн, и так интересно наблюдать за тем, как он сразу же очерчивает свою возможную занятость и пытается обеспечить алиби в случае чего. Если станет хуже, я уеду из города. На что Гордон ему: слушай, я надеюсь, что ты останешься и дождешься разрешения всего вопроса. Спасибо. Он благодарит за то, что тот его подвез. Коп рядом с Гордоном говорит: слушай, это отвратительно. Я пытаюсь накопить на обувь своим детям, пока машина Уэйна стоит больше, чем я зарабатываю за год. Но отношение к Брюсу понятно, особенно с учетом очерченных, опять же, повторюсь, временных периодов. Все-таки Великая депрессия, есть сильный разлад, средний и бедный класс страдает больше всех, напоминаю. Тем временем Уэйн подъезжает к гаражу в своем особняке. Тем временем мы узнаем из закадрового рассказа Джима, что Томас и Марта Уэйн, во-первых, были его хорошими друзьями, а во-вторых, они погибли где-то в 1924 году. С тех пор, после их смерти, в знак уважения, он неоднократно проявлял интерес и принимал активное участие в жизни мальчика, потому что для ребенка, безусловно, это была невероятная трагедия.
Сложно представить, какую травму это событие нанесло парню. На поверхности не так все плохо, хотя кажется, что ему не хватает честолюбия, и ему нравится просаживать состояние родителей, пока последствия не наступили. Но, как по мне, вся эта напыщенность, она очень наиграна. Внутри него крайне серьезный и ответственный человек, который только и ждет, чтобы показать себя. И черт возьми, Гордон прав. Его чуйка не подводит, уж мы-то с вами знаем. События переносятся в особняк мэра, которому звонит Гордон. Мэр напуган. Он говорит, что знает про Ходжеса и просит как можно скорее разобраться с произошедшим и найти ответственных. Если он этого не сделает, то он лично найдет тех, кто сможет разобраться раз и навсегда. В это же время в дверь звонят, и дворецкий уходит проверить, кто пришел. Мэр возникает. «Дюбуа, кажется, это опять журналюги. Скажи им, что я ни черта не буду комментировать». Гордон слышит все это и, понимая, что происходит, говорит: «Не открывай! Уходи! Уходи прочь из своего дома! Беги!» Мэр оглядывается на шум, Дюбуа не отвечает. Вот здесь запомните эту фамилию. Дюбуа. Мы к этому вернемся. Возможно, это крайне важно для истории. И выйдя к входной двери, он видит, как в дом ворвались двое мужчин, которые, судя по виду, то ли мутировали, то ли чем-то заражены. Все, что они приговаривают — убить. Один из них хватает мэра за шею и заносит нож, как в этот момент в особняк влетает Бэтмен. Чудеснейший кадр, отличный рисунок. Это прям вот очень вкусно. Даже оставлю чуть-чуть, пусть повисит пару секунд. Мэр в шоке. Единственное, что он успевает спросить: «Так ты настоящий?» Мутанты, давайте пока их назовем так, говорят: «Убить! Умри!» и атакуют Брюса. Мэр ускользает и кричит: «Гордон, ты слышишь? Нам нужна помощь! Сейчас!» И он поднимается на верхний этаж. Гордон говорит: «Все под контролем, 2 машины уже в пути». Мэр не успокаивается. «Он здесь, Гордон! Он здесь, у него крылья!» Гордон спрашивает: «Что? Ты о Бэтмене?» Брюс тем временем вроде как вырубает одного из мутантов. Мэр пользуется этой возможностью, поднимается на 2-й этаж и повторяет имя своей жены. Он пытается ее предупредить. «Билли, беги, пока можешь, беги!» Тем временем Брюс замешкался, и его придавливают к земле. Мэр бежит уже по коридору и кричит: «Дура, ты глухая! Беги, господи, он позади меня!» И влетает к ней в комнату, а она лежит себе, да только успевает ахать и охать. Естественно, дверь не останавливает эту тварь. Брюс дает отпор 2-му мутанту, и из своего пояса он достает некую капсулу, которая оказывается взрывным устройством, которое он кидает в 1-го мутанта. Та разрывается, и Бэтмен кричит ему: «Ищешь кого бы убить? Сюда, за мной!» И он выводит его на крышу, а сзади с ножом нападает 1-й. Этот мутант все приговаривает, как зомби: «Убить! Сейчас!» Брюс пытается дать ему отпор, и, вероятно, он никогда ничего такого в жизни не встречал. Уэйн же подмечает, что дюжи они быстрые. В этот же момент поспевает 2-й, и они уже вдвоем хватают Бэтмена и начинают душить. Брюс поднимает выпавший нож и ранит им одного из мутантов, освобождая себя. Вот, кстати, маленькая деталь, которую я упустил, когда читал в 1-й раз, но потом поймете, почему это важно. На поясе просто у Брюса этот нож не был виден в дальнейшем. Ну да ладно. Уэйн говорит: «Наконец-то я могу дышать». Но все, что Брюс делал, не останавливает их. Они хватают его и бросают с крыши. Пока он летит вниз, они сразу же следом бросаются за ним. «Умри! Закончить! Не здесь! Где? Искать! Затем убить!» Брюс оказывается в подворотне, и вышедший мужчина спасает его со словами: «Я не могу тебя оставить тут, пока эти существа охотятся за тобой». Спасителем оказывается Раби Джейкоб Коэн. Они в синагоге на Робинсон-парк. Мужчина подмечает: «О, точно, ты же тот в маске, да? Не лучшее время найти у дверей мужика в маске, знаешь?» Бэтмен извиняется и говорит: «Она нужна, чтобы оставаться анонимным». Руби отмечает, что в Германии в черном вообще-то, кожаном, ходили гестапо.
тут маски в Америке носит Ку-Клукс-Клан, но крылья... Ты, наверное, все-таки Бэтмен, да, действительно. Брюс успокаивает Руби и говорит, что не надо бояться или беспокоиться, враг у нас один. После этого мужчина уже начинает делиться мыслями по поводу происходящего в Готэме. Не так давно Берлин был куда более цивилизованнее Готэма, но сейчас меня мучает бессонница из-за страха, что события повторятся вновь. Этим словам предшествовал небольшой диалог на тему того, что евреев притесняют. Это огромная проблема, которая перетекла и в Готэм. Раби заваривает кофе, и Брюс говорит: «Можно мне тоже кофеечек-то?» И мужчина добавляет: «Многие, кто не соотносит себя с иудаизмом, глядя на тебя, подумают, что им приснился невозможный кошмар». «Знаете, — начал Брюс, — я видел худшее в людях. Проживал худший кошмар, который мог бы познать ребенок. Поверьте, невообразимое действительно возможно». Раби говорит: «Да, я чувствую душевную боль в твоем рассказе». На что Брюс парирует: «Ну а какая разница? Я смог пережить эту тьму, и я борюсь за то, чтобы никто другой не смог познать такую же боль». Раби переводит тему и спрашивает: «Окей, хорошо, а те скоты на улице, кто они? Почему полиция тебе не помогает?» На что Бэтмен поясняет, что «не знаю, кто эти скоты, но они явно на поводке у того, кто повысил градус хаоса и убийства в этом городе, а полицейские, они коррумпированы. Я доверяю только комиссару Джиму Гордону». Вообще, весь этот момент, связанный с Раби, на мой взгляд, безумно крутой. Он позволяет нам, читателям, чуть больше узнать о мотивах Бэтмена и чуть выдохнуть от минувшего экшена. Я еще здесь выделю интересную деталь. Раби впоследствии говорит Брюсу, что, может, он не хороший боец, но если его душе будет нужна помощь, то он явно готов за нее побороться. Брюс благодарит его и спешно уходит. События переносятся на некоторое время вперед. Брюс возвращается в свой особняк, заезжает в гараж. По радио сообщается: «Полиция подтвердила, что член городского совета Винсент Ходжес был убит. Он был одним из крупнейших настоящих брокеров. Причина убийства неизвестна». И к другим новостям. Слухи о появлении загадочного Бэтмена продолжают распространяться с безудержной силой. Жители Готэма со всех уголков города сообщают о том, что видели существо, которое наполовину было летучей мышью, а наполовину мужчиной. Факт или массовое помешательство? Тем временем Брюс добирается до своей лаборатории. Он делает себе перевязку и подмечает, что единственное, что у него есть на данный момент, за что вот можно зацепиться из улик, это тот самый нож, которым он ранил одного из мутантов. В этот момент раздается звонок в дверь. Брюс удивляется. Дверь? В доме? Так рано? Иду. Он открывает дверь, и это сэр Мартин Брок и мисс Джули Мэдисон. Брюс, глядя на них, спрашивает: «А я вас в кино случайно не видел?» Девушка отвечает: «Конечно же видел, чемпион. Вообще-то ты должен нам кое-что объяснить». Брюс не понимает, что ему надо объяснить, но гости не томят. «Ночь тысячи порезов» должны были начать снимать буквально вчера, здесь, в Готэме, но ты прекратил финансирование, и мы сидим ни с чем. Брюс подмечает: «Окей. Теория интересная, но я ничего об этом не знаю, хотя у меня был один товарищ, который занимался большинством моих инвестиций, возможно, он просто решил вывести деньги и свалить». Джули и Мартин бесцеремонно врываются в дом к Брюсу. Девушка ходит вокруг и говорит: «Ну, ясно, что ты нас впускать не хотел, тут грязно, одна безвкусица, что, слишком занят, чтобы прибраться? Ты тут один, без помощи?» Брюс отвечает: «Ну, окей, я ценю свою собственность, ты понимаешь, о чем я?» Но девушка не успокаивается. «Найми дворецкого, найми горничную, живи по статусу ради всего святого». Мартин поддерживает: «Совершенно верно. Если, конечно, вы, Брюс, не прекратили финансирование, потому что у вас все крайне туго с кошельком. Великая депрессия, в конце концов». Девушка подмечает: «Слушай, а ты что, боксируешь в свободное время?» И он такой: «Ну, да, почему бы и нет? Я гляну, чем я смогу вам помочь». И он звонит некоему Рэндольфу. И спустя недолгий разговор он сообщает своим гостям, что вопрос решен. Финансирование будет. Моя компания согласна поработать над картиной «Ночь тысячи порезов».
Но что Джулия и Мартин отмечают, да, мы бы и не пришли, если бы не знали, что так и будет. Далее Уэйн сообщает им, что причина отсутствия была в том, что страховая компания испугалась последних событий и отменила свои услуги. Джулия просит нанять в таком случае охрану, но Брюс не согласен. Мои люди сказали, что без страховки ничто не продвинется. Это не убеждает мисс Мэдисон. Остолоп, ты при деньгах. Реши как-нибудь, вообще хоть что-нибудь. И они уходят. Уход гостей наконец-таки позволяет Брюсу вернуться к работе. Он берет нож и осматривает его вдоль и поперек, выявляя улики, и вуаля! Ему удается найти отпечаток пальца, только вот без базы данных он ничего не может сделать, ни с чем сравнить, поэтому ему, естественно, нужна помощь. Брюс сразу же выдвигается к тому, кто знает, как ему помочь. По радио сообщают: настало время музыки. Билли Холидей, «Странный фрукт». Мы видим Гордона, что сидит в кресле, и он разговаривает, я так понимаю, со своей женой. Он говорит ей, что: «Дорогая, я дома буду не скоро. В Блэкгейте сегодня в полночь будут казнить заключенного. Должен быть наготове. Вдруг губернатор захочет отсрочить это дело». И шум отвлекает комиссара. «Кто? Ты! Он! Мне нужна помощь», — говорит Бэтмен. Гордон берется за трубку, но Брюс говорит: «Не нужно». Но комиссар не преклонен. «Ни за что. А звонок, чтобы прятать твою задницу за решетку? Убеди меня этого не делать». Бэтмен поясняет: «У меня есть то, что поможет тебе. Взамен помоги мне». «Помощь? Помощь, которая тебе нужна, находится в палате Аркхема», — говорит Гордон. «Ну окей, продолжай». И Брюс показывает ему отпечаток, который он нашел на оружии, что он забрал у мутанта. «Мужик, ты одеваешься вот так и просишь меня тебе доверять?» Брюс говорит: «Да, ты предан Готэм и всю свою жизнь помогал тем, кто в этом нуждался. Я встретил чудовище в образе человека, нечестивое, неестественное. Все ради этого». И он отдает ему этот отпечаток. «Окей», — говорит Гордон, — «я не поверю тебе до тех пор, как маску не снимешь». Брюс резко выпаливает: «Нет». Комиссар понимает, что вот с мужиком в костюме летучей мыши диалог как-то не строится, и пора бы сдать назад. Он выдыхает: «Ладно, только один раз. Как с тобой связаться дальше?» «Никак», — отвечает Брюс. «Я сам». И прыгает из окна. Гордон в шоке. Да мне кажется, что любой был бы в полном шоке при такой ситуации. Мы переносимся к заведению, которым владеет Макси, что-то вроде публичного дома. Он самолично поднимается наверх, чтобы выбить дурь из одного из посетителей. Причиной послужило сообщение о том, что этот мужик как-то обидел Тилли, одну из его девочек. Макси врывается, пришпиливает этого полуголого мужика и говорит: «Никто, слышишь, никто не смеет обижать моих девочек. Роско, сопроводи его до дома, как прибудешь, все деньги сюда, украшения его жены с собой. Если не согласится, то изнасилуй ее, ты понял?» И в этот момент Макси отвлекается и вопрошает: «Кто ты?» «А, ты?» Мы видим, как в подворотне стоит Бэтмен. Макси спрашивает его: «Тяжкая ночь, чё тебе надо?» Брюс сначала ворчит, мол, «Чувак, тебе бы прикрыть свою лавочку», на что владелец честно и логично отвечает: «Слушай, мои девочки в безопасности, я пекусь о них, они чисты, никакой наркоты. Зачем мне закрываться, чтобы пришел кто похуже и устроил ад на земле?» «Не». Брюсу нечего сказать, и он дальше спрашивает уже о другом деле. «Окей. Ты много знаешь, много слышишь о том, что происходит вокруг. Звери, мутанты, что терроризируют Готэм, что ты знаешь о них?» «Ничего», — отвечает Макси. «Ничего, кроме того, что они где-то там, и с ними никто не хочет связываться». И тут раздается женский голос. «Я слышала». Макси мгновенно возникает. «Тилли, ты это, поосторожней». Но она его не слушает. «Макси, не дуйся. Слушай, я знаю, что сюда ходит клиент, который работает на Джонни Хлыста. Он предлагает легкие деньги, нулевой риск. Грязную работу делают его суперсильные солдаты. Он более ни о чем не беспокоится. Этих огромных ублюдков ничто не может ранить, потому что они уже мертвы. Их как-то вернули к жизни». Бэтмен мгновенно говорит: «Это нелепо», но Тилли убеждает Брюса, что это только то, что она слышала, в обмен на одолжение. «Не трогай Макси», Брюс говорит. «Ладно, но это пока что». Тем временем Гордон интересуется у связного:
казнь, она будет по расписанию, верно? Никаких эксцессов не ожидается. На что связной отвечает: нет, все будет по расписанию, губернатор не звонил, все пройдет тогда, когда и было запланировано. В этот же момент Бэтмен связывается с Джимом. «Гордон, отпечаток пальца. Нашел совпадение». Комиссар отвечает: «Ну, как тебе сказать? Этим ножом точно не пользовались очень долгое время, принадлежит Луиджи Аннунзиато. Сейчас он мертв, 2 месяца назад поджарился на электрическом стуле». «Бэтмен?» спрашивает. «Казнь сегодня, когда?» «Ну, в начале часа». «Алло, ты тут?» Бэтмен проникает в исправительное учреждение Блэкгейт. Голос за кадром говорит: «Я понимаю, что это весьма грустный и мрачный повод, но я был бы рад вас поприветствовать в исправительном учреждении Блэкгейт. Некоторые из вас являются членами семьи приговоренного, кто-то пресса, а кто-то просто хочет увидеть торжество справедливости. Когда вы станете свидетелями сегодняшнего события, то имейте в виду, что мы – нация законов, что являются частью механизма, что устанавливает порядок и отводит нас от мира дикарей, где сильные и злые охотятся на слабых и беззащитных. Сегодня мы проиллюстрируем нашу нужду в законе и порядке. Наша потребность в этом чувстве порядка никогда не была настолько огромной. Готэм превратился в выгребную яму преступности, вонь от которой уже невыносима». И все в том же духе. Говорил всю эту речь Гаррисон Шелби. Он также поясняет, что человек на электрическом стуле Майрон Персиваль Дейл, обвиненный в убийстве 4 молодых девушек. Гаррисон, кстати, наверное, или глава этого учреждения, или кто-то высокопоставленный, потому что полицейские выполняют его приказы беспрекословно. В момент, когда рычаг уже практически опустился, выключается свет. Никто ничего не понимает, мол, как так-то хоть? Почему отключилось электричество? Заключенный на стуле уже вовсю кричит, но по факту электричество так и не подали, и он вопрошает: «А как вам такое, а? Я все еще живехонький?» Естественно, во всем виноват Бэтмен. Именно он обесточил все здание. Он проникает в помещение, где находится Майрон Дейл. Тот ни черта не понимает. «Что происходит? Это разве не божественное вмешательство?» «Тихо», — говорит Брюс. «Они хотят сделать из тебя нечто бесчеловечное». И в этот момент один из копов поднимает тревогу. Голоса? «Это побег! Взять его! Это около летучая мышь, о которой они говорят!» И они вдвоем хватают Бэтмена. «У тебя есть наручники?» «Зачем наручники, когда есть это?» Предварительно ударив Брюса по ребрам, они сажают его на электрический стул. Один из электриков в этот момент, где-то вот в здании, он находит поломки, чинит все это, и в здание возвращается свет. Гаррисон видит происходящее, видит Бэтмена и говорит, что его надо покрепче связать, вот насколько это возможно. В дальнейшем они убеждаются, что держится все максимально крепко, чтобы вот он не вырвался, и Шелби тянет рычаг, говоря: «Сегодня летучая мышка поджарится». И Бэтмена на электрическом стуле поджаривают. Все еще ждем информации от наших корреспондентов из тюрьмы Блэкгейт по поводу Майрона Дейла, которого должны были казнить сегодня ночью. А пока весточка летит до нас, мы предлагаем послушать о нашем чудеснейшем спонсоре «Лучшее мыло для мастеров». Леди, если ваш муж хочет наибелейшую рубашку, то... И мы видим, как за Бэтменом наблюдают люди. В частности, это священник, сотрудники тюрьмы вместе с начальником, а также родственники самого Майрона. Капитан, глядя на Бэтса, выпаливает: «Еще не готов». Начальник подхватывает: «Капитан Дебесса прав, нужно еще больше времени на прожарку». Реакция жены Майрона, кстати, бесподобная. «Это не мой Майрон. Кто он?» И да, все-таки Брюса поджаривают, и он буквально на волоске от смерти. «Вы убиваете его, да что с вами не так?» Это Джим Гордон. Он вырубает рубильник и тем самым спасает жизнь Бэтмену. «Совсем выжили из ума?
Этого человека не судили и не обвиняли ни в каких преступлениях. Вы не можете его просто взять и казнить. Дебесса поясняет, что на их взгляд этот мужчина в костюме собирался устроить побег. Начальник поддакивает. Да, именно. Вообще, Гордон, Блэкгейт — моя юрисдикция, ты не имеешь права вмешиваться. Но Гордон в стиле Томаса Шелби напрягает. Гордон Шелби. Пока эта тюрьма подчиняется законам страны, конкретно Готэм-Сити, то я имею полное право вмешиваться. Дебесса понял, что Гордон таки прав. Слушайте, легко сказать, но каким, по-вашему, станет Готэм, если этот фрик и вправду освободит всех заключенных? Но весь спич прерывает возглас начальника. Господь Бог! Он сбежал? Как? Ни один человек не смог бы. Дебесса по-тихому спрашивает Джима. Слушай, это ж он, да? Тот самый, о котором еще газеты постоянно трепятся. Да, он зовет себя Бэтменом. Как он вообще может ходить? Его шарахнули 2000 вольт в конце концов. Поясните, как мертвец может ходить? Брюс так-то не то чтобы полон сил, но врезать охраннику, что идет на его поиски, вполне себе. Ох, Бэтмен — это загадка Дебесса. Я встречался с ним лично лишь однажды, но парочка моих людей, что пересекались с ним на задании, думают, что он какой-то там демон. Будто он может летать или ходить сквозь стены. Исчезает и появляется словно какое-то инфернальное существо. Гордон. Звучит как какая-то ахинея. Гордон, Дебесса и Шелби продолжают диалог на тему Бэтмена. Безусловно, главный вопрос сейчас в том, а как он и правда выжил, если предположить, что он человек. Дебесса же говорит. Ну, мне кажется, что когда вся тюрьма потеряла в мощности, то на момент повторного включения электрический стул как минимум работал в полсилы, а то и меньше. Естественно, он не успел разогнаться, так что шанс, что он получил бы полный разряд, нулевой. К тому же Гордон опустил рубильник. Это также снизило урон. Гордон Шелби, не подбирая слов, называет Гордона деревенщиной, на что Джим, не давая себя в обиду, весьма вежливо напоминает, что Великая депрессия как бы еще не закончилась. И как минимум за попытку осудить и убить невинного человека самого начальника можно уволить, но ему всего лишь стоит сказать Гордону спасибо, не более того. Шелби, конечно, это все не пугает, так как он продолжает гнуть свою линию и далее. Да, Гордон, у нас по городу монстры шатаются, да, оказывается, потому что наш комиссар все-таки размяк. Что, прости? Ты четко слышал, что я сказал, Гордон. Ворден хотел бы своей рукой лично навести порядок, если бы у города была бы хоть капля здравого смысла, и на место комиссара взяли бы именно его. Желание, конечно, специфичное, больной ублюдок, который искренне верит, что наведет порядок и сможет избавиться от всяких монстров и фриков лишь благодаря своей чудесной закалке. Гордон парирует эти выпады. Я прекрасно знаю, что здесь точно что-то происходит. Мы нашли отпечатки пальцев одного из этих монстров, мертвеца, Шелби. Этот человек умер здесь, в твоем электрическом стуле, и эти отпечатки весьма свежие, им буквально пару недель. Шелби не сдает позиции. Ну, если обвинение есть, обвиняй, но перед тем, как ты скажешь еще хоть слово, то подумай вот об этом. Когда суды отправляют кого-то ко мне на казнь, я казню. Заключенный умирает. Если ты пытаешься меня подставить, обвинить в чем-то, перекинуть ответственность со своей некомпетентной жопы, но вмешивается Дебесса. Слушайте, хватит. Репортеры буквально в соседней комнате. Джим, ради всего святого, думаю, тебе пора. Но тут же их перебивает один из охранников, который стоит рядом. Тут есть проблемка, капитан. Машина комиссара, ее угнали. Да, это Брюс. Он угнал машину Джима и успешно добрался до своего дома. Его состояние оставляет желать лучшего, но он, по крайней мере, жив. Он очень рад, что оказался в родных покоях.
Конечно, как говорит Брюс, быть сейчас в больнице было бы лучше, но в таком случае его бы быстро рассекретили и сразу же посадили бы за решетку. Тут же он подумывает о личной медсестре, которая помогла бы ему и смогла бы держать его секрет в тайне. Ну, понятно, на что намек. Альфред Бигл или, быть может, Пенниворт. Создатели, думаю, что-то точно могут провернуть, но вот что конкретно пока не ясно. Возможно, даже и ничего. Чё за нора? Вода даже не горячая. Эй, Джонни! Голос в коробке! Иду. Пока я занят, найдите арендодателя и заставьте его сделать хоть что-то с отсутствием горячей воды. Наша цель остается неизменной, Джонни. Но путь достижения цели поменялся. Просто скажите, босс, и я совсем разберусь. И тут мы видим, что человек в кресле, которого мы видели в первом выпуске в самом начале, наш главный и пока не раскрытый антагонист. Наша цель все еще в том, чтобы сделать Готэм моим. Но чтобы достичь ее, мы должны добавить в список приоритетных целей на устранение 2 позиции. Я внимательно слушаю, босс. Этот фрик, этот идиот, что одевается как летучая мышь. Принеси мне его голову, Джонни. И если ты оскопишь его и запнешь его же причиндалы ему в рот, то будет даже лучше. Мы подвесим его труп в центре городской площади, чтобы люди знали, что мешать нам не стоит. А вторая цель? Гордон. Этот независимый мудацкий доброделец должен умереть. События переносятся в кабинет комиссара. Комиссар? Думаю, что вы бы хотели знать, что осужденный Дейл был успешно казнен на закате. Ох, и мистер Уэйн звонил. Отменяет ваш ланч. Опять. Похоже, что он действительно заболел гриппом. Похоже на то, подмечает Гордон. 3-й день подряд отменяет. А что там насчет моей машины? Есть новости? Не очень хорошо, что драндули от главы полиции все еще не нашли. Секретарша отвечает отрицательно. Ах, господи. Депрессия, люди-монстры, разгул преступности, и к тому же мы практически на пороге войны. Неужели я так много прошу? Просто вернуть мне мою машину, в смысле... Да где она, черт возьми, вообще может быть? События переносятся в поместье Уэйна. Джули Мэдисон решила навестить Брюса Уэйна. Она замечает, что газета все еще у порога, а значит, он еще не выходил из дома. Это заставляет ее биться все чаще и сильнее в дверь. «Слушайте, я знаю, что вы здесь одни, и, наверное, не слышите, что творится у входной двери внизу. Но я хочу поговорить с вами». Но терпение у этой особы, конечно же, не водится, что было ясно с ее первого появления. Поэтому она просто входит и начинает осматриваться. Джулия удивляется, что вся эта роскошь для одного человека. В библиотеке замечают на полке в основном медицинскую литературу, к которой, к слову, не прикасались настолько долго, что все покрылось огромным слоем пыли. Бараки по всей стране, а он живет вот так. Это же непристойно. И все эти ружья должно быть для сафари. Она продолжает блуждать по дому в поисках Брюса. Оказывается, Джули пришла поблагодарить Уэйна, так как производство кинокартины теперь идет полным ходом. Внезапно мистер Уэйн ей отвечает из соседней комнаты. «Да не за что. Теперь, пожалуйста, уйди, пока я...» И мисс Мэдисон просто входит в эту комнату. «У вас травмы от ожогов?» Коротнула в щитке. «Думал, что смогу починить самостоятельно». Джулия резонно отмечает, что, мол, у тебя много денег, почему бы просто не нанять электрика? Век живи, век учись, подмечает Брюс. Мисс Мэдисон берет всю ситуацию в свои руки, поясняя, что ее матушка была сиделкой, и она многое знает об уходе за больными. Тут же интересная деталь. Брюс Уэйн во время своих странствий точно путешествовал в Египте, так как мазь, которую он приготовил для себя, для лечения, из трав была создана из листов редкого растения, что растет вдоль Нила. Чтобы отвести подозрения насчет этой тонкой детали, Уэйн рассказывает, что его отец был доктором, поэтому вот такой вот у него интерес к восточной медицине.
Спустя время они оказываются на кухне. Джули заваривает чай для двоих. Оказывается, что помимо благодарности она хотела бы извиниться за свое поведение и ее компаньона, но для Брюса это всего лишь пустяки. Так как бывали и люди, что без причин пытались его задеть, а вот эти новоиспеченные знакомые для него, они имели все основания, так что все в порядке. Брюс благодарит Джули за помощь и приглашает ее на просто встречу. Джули же не против, например, сходить на ужин, что-то тихое и спокойное вдали от посторонних глаз. Для нее очень важно, чтобы публичный образ того, что она и Мартин являются парой, не был как-то подвергнут сомнению. Они его создавали специально для прессы, я предположу, что это чистая промо для кинокартины. Людям нужно наблюдать за страстями за кадром. Джули тем временем наконец-то уходит. Брюс же, читая газету, на свое предложение встретиться, говорит: «Сомневаюсь, что это вообще возможно». А тем не менее мы можем заметить, что в свежем выпуске главная статья говорит о событиях, связанных с теми самыми монстрами. Вы слушаете ГГС Радио, где мы рады поприветствовать мэра Винсента Аврила в прямом эфире. Мистер мэр, добро пожаловать. Рад быть здесь, Стюарт, особенно после того самого покушения. Если честно, я и моя жена, мы очень рады, что остались в живых. Сэр, насчет этого. В свете последних событий, связанных с убийствами нескольких чиновников и продолжающего нарастать уровня преступности и хаоса в целом, не могу как-то помочь. Но поражаюсь, хоть кто-то из нас действительно в безопасности. Потому что жители Готэма чувствуют, что все выходит из-под контроля. Потому что нет человека, что мог бы это остановить. Ох, у меня те же вопросы, Стю. Давай напрямую. Я думаю, что каждому из нас ясно, что наша доблестная полиция подвела нас. Именно поэтому я дал Джиму Гордону задание почистить отдел, или же он столкнется с серьезными последствиями. Жужжащим на ухо Шелби, умоляющим о получении рабочего места, полагаю, говорит Гордон. Он выходит к своим сотрудникам. «Дайте угадаю, никто так и не нашел мою машину? Кто-то мог бы позвонить и вызвать мне такси? Я бы хотел поспать дома хотя бы разок. В последний раз я был в таком состоянии при Мезарганском наступлении». Примечание. Мезарганское наступление – это военная операция Атланты во время Первой мировой войны в 1918 году. И после комментария одного из коллег Джим начинает рассказывать подробности об этих событиях, но мы их не будем описывать здесь. Разговор тем временем прерывает Мёрфи, который сообщает, что такси стоит отложить. «Только не говори, что опять убийство». «Не, хорошая новость». «Да». Вернулся драндулет Гордона. Мёрфи подмечает, что, по словам очевидцев, тот, кто его пригнал, был очень уж похож на летучую мышь. Выйдя из здания, Джим интересуется по поводу мэра, и ему поясняют, что да, все хорошо, он вышел с радио и направляется домой. За ним, кстати, приглядывают полицейские в сопровождении во избежании нового покушения. У Гордона плохое предчувствие, а Бэтмен уже следует по следу мэра. Мэр же тем временем просит ускориться, потому что чем быстрее он окажется в безопасности, тем лучше. Его пытаются успокоить, что вокруг бронированные машины, вооруженная охрана, но его это не убеждает. Тем временем к мосту приближается самолет, из которого открывают огонь по кортежу. План заключался в том, чтобы в движении выбить машину мэра, и она бы попала под колеса бронированного транспорта позади, что, впрочем, и случилось. В машине рядом мы видим некоего человека, а с ним те двое монстров. Если голос просит кого-то прикончить, то у них нет шансов. Если вы думали, что доживете до рассвета, то есть и другое мнение. И позади появляется Бэтмен. Джонни Хлыст, я полагаю. Кто? Черт! Я знал, что ты с этим связан, видел твою рожу в газете, но ты лишь не более чем обычная шестерка. Пешка. Так перед кем ты разыгрываешь весь этот спектакль? И Бэтмен, не замечая надвигающегося на него зомби, получает смачный такой удар по лицу. Джонни ловит момент. «Одет как чертов грызун и предъявляешь мне за спектакли? Да плевать. Не уверен, как ты узнал обо мне, но ты лишь до кучи очередной труп». И Джонни перезаряжает свой Томпсон вроде
Бэтмен, понимая, что произойдет, пытается сгруппировать выживших. «Так, кто в состоянии встать? Бегите!» «Пора проветрить комнатку, избавиться от паразитов!» И Джонни расстреливает полицейских. «Ты следующий, болван!» Бэтмен метает батаранг, который прилетает аккурат в нос Джонни, не вырубая, конечно, но нанеся весьма заметный урон. Мэр во всей этой заварушке оказывается жив. Брюс поднимает его и говорит, что задержит монстров, чтобы он смог уйти отсюда как можно скорее. Помощник мэра собирается сесть в кортежную машину, но Брюс говорит, что нет, садитесь в их машину. Речь идет о машине Джонни, конечно же. Я позабочусь о том, чтобы они за вами не проследовали, и натягивает кастеты, вступая в рукопашный бой. Безусловно, он по максимуму выбивает дурь из этих чудовищ. Но в какой-то момент его как дешевку ловят за руку и бросают в остатки от машины. Брюс видит, что мэр уезжает. Винсент в безопасности, теперь я, и со спины одно из чудищ наносит удар локтем аккурат в лицо Уэйну. Бэтмен понимает, что если он останется, то его убьют. Джонни же в ярости. «Не дайте этому сукиному сыну сбежать!» И сам встает, хватается за свой пулемет и начинает судорожно стрелять, но не попадает. Брюсу удается сбежать, спрыгнув с моста. Мы переносимся в окрестности Готэма. «Алиса, суп почти готов, иди приведи маму». Пап, а ты веришь в морских чудовищ? «Конечно нет». Тогда это чего? «Господь всемогущий, стань за мной!» И мы видим, как Бэтмен выходит из воды, выглядит весьма инфернально. Подождите, я никому не хочу причинить вреда. Вода очень холодная. Гипотермия. Этот огонь. «Я тебе сказал держаться подальше, ублюдок!» А я сказал, что не причиню вреда. Брюс, слегка согревшись, уходит восвояси. Эти люди точно поверили, что та самая гигантская летучая мышь Готэма реальна. Мы опять переносимся куда-то в Готэм. Это кажется неправильным, ведь 10 лет спустя по всему Готэму все еще разбросаны маленькие города. Не то что Чикаго и Нью-Йорк, они другие. Именно поэтому я пришел. Вы голодны, как мне кажется. Собственность синагоги с Робинсон-парк. Большое спасибо, отец. Очень признателен. Это раввин-идиот. Позвольте сказать, я мастер-плотник. Если вашему храму нужна какая-то плотницкая работа, дайте мне знать. Меня зовут Равин Коэн. Приходите, повидаемся. Шалом. И Равин пошел и далее раздавать еду нуждающимся. Однако за ним наблюдают двое. Он здесь. Давай-ка это исправим. И они уводят его подальше в переулок. Чё? Еда для них и ничего для нас? Я все раздал, но если вам необходимо... О, все, что нам необходимо, цапнуть тебя. Все ж знают, что твои люди очень активно размножаются. Эти ребятки напали на него из-за своих нацистских воззрений. Все потому, что Равин Коэн еврей. В ситуацию вмешивается Бэтмен, который быстро раскидывает их, но Равин просит Брюса остановиться. Пожалуйста, хватит. Не надо причинять им вреда. Ты их защищаешь. От тебя и того, на что ты способен? Да. События переносятся в синагогу. Что ж, мистер Бэтмен, вы оказались в моей лачуге не случайно, да? Вы искали меня? Да. Ну, возможно, потому что вы встревожены. Интересно, почему? В диалоге Брюс поясняет, что он хочет, чтобы все было куда более безопасным, скажем так. И речь идет про его путь линчевателя. Но он не уверен, возможно ли это. За пару недель, как он начал этот крестовый поход против преступности, его уже избили, подстрелили, отравили газом, пырнули ножом и практически поджарили на электрическом стуле. Равин же уверен, что да, Готэму без сомнения нужна помощь, но почему это должно зависеть именно от него, от Бэтмена? И в этот момент Брюс снимает свою маску. Вот так просто, без всякого беспокойства.
Уровень доверия, конечно, величайший, но он также добавляет: «Я видел великое зло, Равин, знаю, на что оно способно». Безусловно, факт того, что под маской оказался Брюс Уэйн, это невероятный шок. Естественно, Коэн прекрасно знает, кто такой Брюс. И здесь начинается небольшая рефлексия. Никогда такого не было, и вот опять. Я знаю, каково это быть жертвой. В ночь смерти моих родителей я был слишком молод, чтобы дать отпор. И тут Горгулья Готэма где-то параллельно избивает Джо Чилла. Кстати, первый выпуск уже на канале. Теперь же я знаю, как драться, чтобы убедиться, что это не случится вновь. Равин задает резонный вопрос. Ладно, а что ты ко мне пришел? Неужели идти не к кому? Не к кому. Доверие мне сложно дается, а ты другой, отвечает Брюс. В дальнейшем диалоге мы узнаем, что Брюс себя не считает верующим человеком. По крайней мере, на данном этапе он просто не знает, так ли это. И единственное, что, на его взгляд, однозначно существует, это ад. Равин с ним соглашается, по крайней мере, с последним тезисом, вспоминая Германию. Коэн также верит Гордону, но не верит его отделу, потому что весьма сильно пропитано коррупцией там все. Напоследок он также умоляет Брюса заботиться о себе и добавляет: «Так, в рукопашку с ними тяжело. Может быть...» «Нет, никакого огнестрела. Если сломаюсь, то предам наиважнейший момент в своей жизни». Событие переносится в бордель. Бэтмен наведывается к Тиле, которая первоначально и рассказала ему о слухах про Джонни Хлыста. Безусловно, он пугает ее до чертиков, кто бы и не испугался. Брюс расспрашивает девушку: «Прав ли я, что клиент, что рассказал тебе о своем отряде солдат, и что они были мертвецами, вернувшимися к жизни, был Джонни Хлыст? Он сказал что-нибудь о том, зачем или почему они тут ошиваются?» Она задает встречный вопрос. «А это не очевидно? Кого они шаг за шагом устраняют? Это не просто убийство. Кто-то хочет сыграть по-крупному». Девушка также добавляет: «Да, и править городом». И начинает перечислять должности, имена, одним из которых оказывается Гордон. Кажется, до Брюса дошло, кто будет следующей целью. В этот момент врывается Макси, владелец, который против того, чтобы без его разрешения его девочек допрашивали. Брюс бесится и пришибает его к стене. «И ты будешь у бизнеса до тех пор, пока я тебе позволяю. Чтобы сохранить и закрепить нашу сделку, ты отправишь парочку своих людей к синагоге на Робинсон-парк. Теперь это под твоей защитой. Если что-то пойдет не так, наша сделка мертва». Усек? Макси невозмутим. «Почему? Почему тебе это так важно? В отличие от других батюшек, Равин даже не наш клиент». «Макси, хорош. Твоя фамилия не Кросс, Крест, а Крихбаум. Немецкая фамилия, к слову. Предположу, что тебе хотя бы каплю не плевать на то, что происходит вне твоих интересов. Но знаешь, это однозначно в твоих собственных интересах, чтобы помочь». Гордон все еще в участке. Конечно же, работа его не отпускает, так как он старается убедиться, что все, что касается мэра, находится под контролем. По крайней мере, на данный момент. Он выходит на стоянку, где его выкликивает некто. «Поговаривают, что вам, копам, нужна помощь. Это все, что вам нужно знать о монстрах». И это, оказывается, Джонни Хлыст с собственной персоной. «Слушайте, я тут, чтобы исполнять свой гражданский долг. Короче, когда дело доходит до момента, когда придурки все портят, я могу дать вам больше, чем вы даже можете себе представить. Грызите, парни!» И на Гордона нападает двое чудовищ. Он пытается сбежать, но один из них успевает вытянуть его за пиджак. «Ох, ты не должен смеяться, потому что последний смешок за мной». И достав свой револьвер, Джим отстреливает одной из этих тварей половину башки. Вторая же тварь оказывается куда быстрее и валит на землю Гордона, начиная его душить. Страница 40-я. Но Бэтмен, вооружившись своими чудесными костятами, успевает на подмогу. Не сегодня, Бруно. Так зовут одного из мутантов. Брюс выбивает дерьмо из Бруно, но и Джонни не лыком шит. «Я надеялся на то, что ты появишься. Двое по цене одного.
Нравится. Ну, я поэтому подмогу захватил. И появляются еще два монстра. Брюс, все еще избивая Бруно, говорит: «Больше?» Гордон пытается уползти, и на подмогу в этот момент выходит один из копов вместе с пулеметом и высаживает весь рожок, вероятно, убивая чудище. Джонни же также вмешивается. «Ну, вы все себе гробики точно заказали!» И убивает стрелявшего копа. Брюс тем временем сталкивается с новичком, в лице которого узнает Марлона Дейла, того самого, которого казнили буквально в начале этого выпуска. Пока он мешкался, монстр практически его задушил, но бритва в поясе стала спасительным кругом в данной ситуации. И Брюс прорезает ему руку, а затем и вонзает орудие в плечо. Отбившись, Уэйна опять застают врасплох, в этот раз Джонни Хлыст. Он подставляет пистолет к его голове. «Слушай, убийство Гордона должно было стать легкой прогулкой, пока ты не вмешался, болван. Время расплаты». И раздается выстрел. Гордон стреляет в Джонни, вероятно, убивая его. «Слушай, я не знаю, почему ты в рукопашку сражаешься, но так дальше нельзя, Бэтмен. Сражаясь вплотную, как ты, делая из всего этого какой-то извращенный тип позиционной войны, будешь так и дальше делать, умрешь в течение пары недель». Брюс стало было хотел ответить, но Гордон ему не дал сказать. «Послушай меня, вооружись, возьми пистолет, пока не стало слишком поздно. По крайней мере, подумай над этим, пока мне не пришлось хранить и их, и тебя». На это Брюс успевает отметить, что один из мутантов все-таки еще жив, и зовут его Огара. Дав обещание Гордону подумать, Уэйн возвращается назад в свой особняк и, подойдя к стойке с орудием, что мы видели ранее, берет пистолет. Выпуск начинается с доклада подручных пока еще неизвестного нам злодея, кукловода, скажем так, о событиях минувших. Джонни Хлыст был подстрелен лично комиссаром Гордоном. Он жив, и сейчас его везут в ближайший госпиталь. Джонни, судя по их радийному диалогу, прекрасно понимал, что с ним точно что-то случится, поэтому заранее предупредил своих, мол, если что, дайте голосу узнать, что почем. По итогу это приводит к двум новым распоряжениям. Во-первых, однозначно нужно сменить дислокацию убежища, а во-вторых, объявляется общий сбор, так как действовать нужно немедленно, пока Джонни не заговорил и не сорвал всю операцию. Мы возвращаемся к Брюсу. «Я помню утро, когда ты сказал, что больше никогда не выйдешь на охоту, отец. Всю ночь ты провел в операционной, а все из-за перестрелки между полицией и гангстерами, что закончилось жертвами среди случайных свидетелей. Ты до ужаса был потрясен тем, какие ужасные раны оставляют пули. Ты сказал, что ты не хочешь брать на себя ответственность за подобные увечья, пусть то будет животное или же человек, более никогда». И в этот момент в комнату заходит Джулия. А Брюс так-то и без маски. Естественно, она шокирована. Ты носишь... Господи, неужели это значит, что мне нужны более надежные замки? Безусловно. Ты мне нравишься, Джулия. Но ты должна знать, что я не фанат таких незапланированных встреч. Вот это вот его манера общаться, абсолютно не нравится мисс Мэдисон, и она так-то права. Он одет вот так, и это единственное, что он может ответить. Впрочем, Джулия быстро отходит от шока, и для нее теперь все встало на свои места. Все эти статьи, все его раны, ожоги и прочее теперь абсолютно понятны. «Ты не должна была знать, никто не должен», — отвечает ей Брюс, держа в руках пистолет. Вся совокупность фактов по итогу пугает мисс Мэдисон. Сам Брюс даже внушает ей страх. Но все быстро сводится на нет. Он извиняется и кладет оружие. «Брюс, я должна спросить, ты в порядке? Ты изолировался в этом доме? Ты не занимаешься уборкой, ни на йоту не задумываешься об этом, даже не включаешь свет. Это словно гробница.
Я предпочту тратить свое время на чистку Готэма. Как Бэтмен? И как бы что взять с человека с тяжелейшей психологической травмой? Джули негодует, мол, серьезно? Вот ты выходишь в город в одиночестве и караешь всех? Убиваешь? Вот это твое решение всех проблем. Но Брюс, соблюдая запредельный уровень спокойствия, хотя ему и переживать не о чем, просто объясняет, что нет, оружие — это идея комиссара Гордона, чтобы уравнять шансы, чтобы не позволить себя убить. Так или иначе, сейчас весьма решающий момент для его персоны, так как если он перейдет эту черту, то, как мы знаем, он уже ничем не будет отличаться от тех, с кем он борется. Всю ситуацию, как ни странно, спасает Джулия. Она весьма эмпатична. Признается, что пусть и слабо может представить, что Брюс испытал, будучи ребенком, когда родители убили прямо у него на глазах, но теперь точно понимает, почему он затеял всю эту авантюру. И хочет убедиться, что Бэтмен — это справедливость, а не возмездие. Потому что этот пистолет, он совсем о другом. Я всего лишь хочу, чтобы такие вещи не происходили с кем бы то ни было. И это совпадает с мыслями Джули, которая, по итогу, целует Брюса. Хорошая страница, комментировать я ее не буду, оставлю вот этот фрейм на какое-то время. Пусть будет. Но поутру Джули проснулась одна. Прикрывшись плащом Бэтмена, она идет на поиски Брюса, чтобы попрощаться, так как ей нужно уезжать на съемки. Заметив в окне, что в здании напротив горит свет, мисс Мэдисон сразу же направляется туда. И, наверное, все-таки зря. Не лучшее из зрелищ с утра. Брюс стоит у стола, на котором он препарирует одного из монстров. Да, это труп. Доброе утро. У горелки есть кофе, только что приготовил. Это поможет с запахом. Во всем этом у Джули только один вопрос. Так что, получается, что его аутопсииты, мастер? И, как оказывается, да. Книги Томаса Уэйна, со слов самого Брюса, очень даже помогли ему в освоении этого нелегкого дела. Но, так или иначе, важно здесь совсем другое. Джули, сама того не осознавая, сделала последний толчок Брюса к действиям. Не то чтобы он не старался и ничего не делал ранее, но, видимо, какой-то пинок все-таки был нужен. Рядом же нет старого дворецкого с нравоучениями. Здесь же Брюс, как и Джули, так и нам, читателям, еще раз проговаривает обстановку дел. Труп пришлось забрать из морга и искать улики и зацепки самостоятельно, потому что полиция Готэма весьма коррумпирована и несостоятельна, особенно в ответах на вопросы, которые именно сейчас повисли в воздухе, как дамоклов меч. Городу угрожает некий голос, который надеется взять Готэм-Сити под свой контроль, убивая политиков и гражданских лидеров. Как он это делает? Руками своих монстров, которые, по факту, должны быть нормальными людьми. Должны быть нормальными, задает резонный вопрос Джулия, на что и у Брюса такой же резон простой ответ. Это бывшие преступники, приговоренные к смертной казни и вернувшиеся к жизни в таком уродливом облике. По теории Брюса, они возвращаются только потому, что после электрического стула они буквально на волоске от смерти, а после их восстанавливают и улучшают с помощью некой химической формулы. Да и к тому же остановить их весьма просто, даже если в них не стрелять, то, судя по признакам разложения, за недельку-другую они просто помрут. Но кто в этом замешан? Ответы надо искать в тюрьме Блэкгейт, а в частности в их лаборатории. Джули очень переживает за Брюса, конечно же, но он ее успокаивает. Знаешь, может, я и не могу носить пистолет, но у меня будет оружие. Переносимся к комиссару Гордону.
Дебессо и Шелби посещают госпиталь, потому что, по слухам, сюда доставили небезызвестного Джонни Хлыста. Гордон не скрывает, да, он здесь, и к нему представлена вооруженная охрана. Дебессо и Шелби этот ход одобряют, потому что, действительно, расколов этого негодяя, можно узнать очень много полезной информации для дела. Дебессо же начинает как-то допытываться до Гордона, мол, с чего ты вообще решил, что это не Джонни Хлыст, а кто-то другой? Почему это не может быть просто какая-то группировка бедолаг, что наводит хаос в городе и ничего более? И опять же, Гордон отвечает напрямую. Наша полиция работает хорошо, Дебессо. Он зовет себя голосом. Уверен, что именно он держит руку у готэмского горла. Понятия не имею, кто он, но уверен, что Хлыст все расскажет. Хотя сам Джонни находится во весьма плачевном состоянии. Джимми, он чё-то плоховат. Ты уверен, что эта птичка доживет до момента, когда сможет петь? С правильным предложением, да. Пожизненно или электрический стул — его выбор. И чё, сработает? Еще не подводила. И в один момент всех отвлекает голос. Что же, каков сюрприз? Вся элита правоохранительных органов здесь, в госпитале. По какому случаю праздник? Надеюсь, что не очередной побег туберкулезников из Блэкгейт. Шелби весьма настороженно относится к Уэйну, но Гордон заверяет, он друг, ему можно доверять. «Брюс, что привело тебя сюда?» «Ох, боюсь, плечо повредил. Последствия от встречи с одной очень прыткой, весьма любвеобильной юной особой. Охрана? Что вы тут прячете, Гитлера или...» И Шелби тут же становится, как говорится, на дыбы. Как я и сказал ранее, это официальное расследование. Попридержи коней, плейбой. Ладушки, если главный хочет, чтобы мы с ним встретились позже, чтобы поговорить про спонсирование расширения здания, то я оставлю вас с вашими делишками официальными. Хорошего дня. Слушай, Шелби, вот тебе совет. Если ты хочешь как-то податься в политику, то благосклонность Уэйна тебе точно будет нужна. Шелби, конечно же, плевать на одобрение Брюса и уж тем более на мнение Гордона. Все, что его волнует, это Джонни, а в частности то, что он явно знает крайне много. Поэтому Гордону следует позаботиться о защите получше. Ведь уже совсем скоро за ним явно кто-то придет, чтобы заставить его замолчать. Съемочная площадка. Между Мартином и Джулией небольшой диалог, в котором чего-то важного, на мой взгляд, мы не узнаем. Он просто подмечает, что Джулия опаздывает, это явно из-за ее визита к Брюсу Уэйну, их спонсору. Мартин опасается, что это подорвет их прикрытие, скажем так, но Джули его успокаивает, говоря, что все будет чудесно. Ну а я тем временем хочу напомнить, что они для промоутирования своего фильма создали вот эту историю с романом между ними. Гордон и Бэтмен. Брюс, забравшись опять через окно, приносит Джиму синтезированный газ, который ускоряет этап разложения этих монстров. Весьма полезное орудие. Через окно же Бэтмен опять исчезает. Конечно, выдержка у Брюса железная. Тупо ради принципа забираться с 2 газовыми баллонами на условно уровень 3-го или 4-го этажа — это очень сильно. И что самое интересное, мы, конечно, не знаем плотности вот этого газа, да, который находится в этих баллонах. Но это так, лирическое отступление. Давайте вернемся к комиксу. Тем временем в госпитале события принимают свой ожидаемый оборот. За Джонни приходит один из монстров. Он забирает его вместе с кислородными баллонами. Полицейские слышат что-то неладное и, зайдя в палату, видят, что все, Джонни пропал. Из окна один из копов отчетливо видит, как Хлыста уносят, но он ничего не предпринимает. Тем временем подручные голоса отчитываются перед ним. «Мы забрали его, босс! Джонни у нас!» «Отлично, Салли, в лабораторию его. Дайте мне 90 минут, чтобы добраться до вас, и тогда я освобожу всех. Когда завтра взойдет солнце, город будет наш». В Готэме же подступил туман, весьма непроглядный. Брюс настигает подручных голоса, которые выдвигаются в лабораторию, надеясь, что туман поможет им избавиться от копов.
Удивительно, насколько тихо Бэтмен вообще приземлился на крышу машины, что его даже не заметили. Синагога на Робинсон-парк. У раввина Коэна, кажется, проблемы. Шалом, друзья. Боюсь, что когда вы услышите новости, то они явно не будут хорошими. Тебе надо было сбежать из своего курятника, пока шанс был. Теперь проблем не избежать. Сегодня Готэм будет гореть. И люди... И буквально перед тем, как должно было произойти что-то плохое, позади преступников слышен выстрел. Что, умрут? И это Макси, давший обещание Бэтмену, что приглядит за синагогой и раввином в частности, чтобы его бизнес не потерял тот статус-кво, который есть сейчас. И впоследствии раввин Коэн узнает своего спасителя. Брат Макси, как оказалось, посещает синагогу. Маше, а именно так зовут Макси, это подтверждает. И в этот момент раздается взрыв. На съемочной площадке все идет гладко. Туман, к примеру, и мне мешает, а наоборот, придает какой-то приятный эффект. Всю съемочную команду отвлекает взрыв. Взгляд камеры сразу же устремляется к эпицентру событий. Как можем заметить, по последнему фрейму взрывов несколько. Тем временем машины, на которой двигались подручные Голоса, достигают точки назначения, и это тюрьма Блэкгейт. Там же Дебесса сообщает Шелби, что кабинет мэра, особняк губернатора и полицейские участки подорваны. Весьма напряженная ситуация. Шелби понимает, что вот он, его шанс, так как это сможет остудить пыл готэмской элиты и откроет путь к новым решениям. Со смертью наших политических лидеров нужно будет восстанавливать порядок. Я останусь последним законодворцем, что приведет меня к креслу мэра. Дебесса лишь поддакивает, мол, да, надеюсь, это будет прямо вот так, как вы говорите, да. Шелби же предлагает ему стать правой рукой мэра, но все эти влажные рассуждения прерывает один вопрос. Ты взорвал половину города лишь для того, чтобы стать мэром? Шелби напуган. Он не понимает, откуда голос, который вроде бы и рядом, а вроде бы и нигде. А почему напуган? Да потому что он только что практически признался в совершении преступления. Ты виновен, признай. Дебесса направляет прожектор на возможный источник звука наверх. И перед ними оказывается Бэтмен. You are? Yeah. I'm man. Шелби начинает истерично стрелять, потому что он не хочет, чтобы какой-то придурок в маске засадил его за дичайшее обвинение. Брюс не церемонится. Он буквально одной правой расправляется с Шелби, попутно обвиняя его в произошедшем. Ты здесь главный. Ты управлял казнью на электрическом стуле и опускал рычаг за несколько секунд до смерти обвиненных, оставляя их в живых. Однако Шелби все равно настаивает на том, что он невиновен. Если не он, то кто? И единственный оставшийся вариант – Дебессо. Тем временем в лаборатории происходит то, что нам уже понятно. Капитан Дебессо напрямую проговаривает. «Идиоты, за вами была слежка, вы привели сюда этого линчевателя. Его зовут Бэтмен. Он знает, что я голос». После чего он просит положить Джонни на стол, так как времени осталось мало, но все еще достаточно, чтобы обратить его в монструозное существо. И капитан вводит ему внутривенно-химический раствор, попутно объясняя свою мотивацию. Война грядет, похуже, чем Первая мировая. Города будут стерты с лица земли, но мы должны быть изолированы, чтобы этого избежать. Я буду править городом стальной хваткой. Островок разума, что вдохновит других следовать за нашей идеей. Тем временем у Джонни происходят ужасающие метаморфозы. Отлично сыграно, Дебессо. Управлял всем из теней, чтобы никто не смог понять, что это ты за всем стоишь. Прятаться за радийной рубкой и своим боссом, сделав того главным подозреваемым. Но наконец-то пришло время заглушить голос.
Ну вы поняли, да? Он же голос, да? Там надо его заглушить, все дела. Прописав Дебесса смачной с ноги, попутно назвав того симпом, что любит сапожки целовать, и заодно защитившись от второго преступника, Брюс попадает в лапы новоиспеченного пирожочка в лице Джонни Хлыста. И, казалось бы, ситуация хуже быть не может, но капитан даже из Брюса хочет сделать своего безмозглого подручного. Но благо, ему это не удается. Да, Дебесса опять получает сапогом по лицу. А Готэм горит. Монструозная армия Голоса вышла на охоту. Они ходят повсюду, поджигают все, что видят, а Гордон, будто стимпанк-версия охотников за привидениями, ходит и пытается их остановить, попутно спасая людей от пожара. И вот, испробовав впервые средства, полученные от Бэтмена, Гордон понимает, что в его руках не просто оружие, а настоящий подарок. Как подмечает коп, подарок от ангела, что спустился с небес в тяжкие времена. Да, ангел, говорит Джим, только носит черное. Брюс же находится на грани. Монструозный Джонни Хлыст душит Бэтмена, а Дебесса тем временем уезжает к зданию суда. Казалось бы, что все потеряно, но есть буквально один шанс. И ему удается распылить газ прямо в лицо Джонни. Баллоном пустым. Он метко пробивает челюсть другому негодяю. «Ты еще не победил. Кнут разорвет твою мерзкую рожу». Взяв пулемет Томпсона, Бэтмен говорит: он может попытаться, но он умирает. И мы видим, как Джонни просто постепенно разлагается. Покинув здание Блэкгейт, Брюс видит, что весь город в огне. Черт возьми. Переносимся к Равину. Коэн ищет возможность хоть как-то остановить огонь, так как если они ничего не предпримут, то синагоге конец. Этого он допустить не может. Маше этого и боялся. Ему все это очень сильно напоминает события «Хрустальной ночи», где, как оказалось, он был. Краткая историческая справка. «Хрустальная ночь» или же «Ночь разбитых витрин». Волна антиеврейских погромов, прошедших в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года и охвативших всю Германию, аннексированную Австрию и Судетскую область Чехословакии, незадолго до этого оккупированную германскими войсками. Событие получило свое название от осколков стекла, покрывших улицы Германии и положивших начало погрому. Это были осколки разбитых окон синагог, домов, магазинов и частных учреждений, принадлежавших евреям, разворованных и разрушенных во время этого насилия. Возвращаемся к комиксу. Слушайте, лоботрясы, капитан Дебесса хочет вам что-то сказать. Ваш мэр, комиссар и силы полиции сдались или же мертвы. Я могу восстановить порядок, который так желаете, но вы должны признать, что Готэм мой, и вы все будете отвечать передо мной. Естественно, люди сразу дают отпор этому наглецу, ведь один человек не может править целым городом. Никто не может. И в момент, когда ситуация может очень сильно ухудшиться, пролетает кукурузник, с которого сбрасываются снаряды, распыляющие газ. Буквально в момент все монстры постепенно начинают задыхаться и потихоньку погибают. Самолет же возвращается на второй круг, и в этот момент эффектно так Бэтмен выпрыгивает из кабины, а кукурузник врезается в соседнее здание. Умеет же появиться. Съемочная группа и обычные горожане наблюдают за Бэтменом воочию. Впервые огромная группа людей вот так открыто видит его своими глазами. Легенды стали явью. Тем временем Гордон с полицейским отрядом берет под контроль всю ситуацию. Дебесса же в шоке. «Мои солдаты, они разлагаются. Это место небезопасно, босс. Пойдемте. В тумане можно спрятаться». Джим же, убедившись, что жители будут в порядке, выдвигается на поиски Дебесса, но первым капитана находит Бэтмен.
Брюс сбивает старика с ног, но он оказывается крепким орешком. Чуть обменявшись ударами, капитан говорит, что ему в целом-то плевать, что дальше произойдет. Но за решетку он не попадет. Дебесса, ты не просидишь за решеткой долго, ты убийца. За это полагается электрический стул. И, казалось бы, прямой правый ставит жирную такую точку во всей этой истории, однако капитан и поджариваться не намерен. Достав остатки сыворотки, он надеется, что Бэтмен станет его прислужником, будучи монстром, и в попытке вколоть вещество капитан сам становится жертвой своих методов. За все те загубленные жизни получает то, что заслужил. Я не могу, никогда не мечтал. О, ты ублюдок! И так как вокруг распылен газ, то эффект себя не заставляет долго ждать, и Дебесса начинает постепенно разлагаться. На место поспевает Гордон. Бэтмен, это ты? Где Дебесса? Если он ушел... Нет, он твой. Так или иначе, но пару секунд есть. Джим просто наблюдает за тем, как капитан медленно, но верно умирает. Репортеры окружают комиссара, расспрашивая, что же им писать в газетах-то? Что все это значит для Готэма? Скажите им, что город в безопасности. Готэмский защитник и один из уникальнейших людей, которых я когда-либо встречал, сделал все, чтобы мы оставались сильными. Что уже было раньше и будет после. Синагога на Робинсон-парк. Раввин Койн убирается в полуразрушенном здании. На фоне звучит радио. Спешим анонсировать, что где Готэм-Сити радио возвращается в эфир. Мы получили новость о том, что скоро мэр выйдет с обращением. В условиях развала Европы люди опасаются новой войны. Многие настаивают, что Америка будет вне этих событий, но, по правде говоря, я не удивлюсь, если война уже здесь. В моменте появляется Бэтмен и предлагает раввину свою помощь. Исходя из того, что я слышал, ты уже многое сделал. Я пытался. Ну, газеты все еще настаивают, что ты не человек, а некое существо. Если враги боятся меня, что же? Это сыграет мне на руку. И к другим новостям. Трансатлантическому пассажирскому лайнеру Сент-Луис, на борту которого находится почти 1000 еврейских пассажиров, дали отказ на въезд в США. Теперь он направляется в Антверпен. Несчастные души. Я так боюсь за них. Некоторые делают все возможное, чтобы люди эмигрировали сюда настолько быстро и безопасно, насколько это возможно. Насколько я понимаю, Брюс Уэйн один из них. Даже гарантирует работу. Спасибо. Впрочем, на этом история в любом случае заканчивается. Далее в их диалоге мы слышим, что Брюс убежден, что покой, как он есть, всегда будет его избегать. А раввин же предлагает Брюсу иногда останавливаться. Просто посидеть, порефлексировать, заглянуть на ужин к нему. Но Бэтмен убеждает его, что это все точно не для него. И в завершении вот такой вот чудесный кадр. Далее пойдет субъективщина. Что же по итогу можно будет сказать об этой истории? Начну с того, что мои теории пошли коту под хвост, и это даже очень хорошо. Никаких вампиров, таинственных сущностей, ничего этого нет. Мне кажется, мы все уже устали от подобного тропа. Вывернули, конечно, все так, как и можно было бы предположить, но без сильных усложнений и наслоений. История, как по мне, вышла достойная, она заслуживает внимания, но она весьма простая. Наверное, это то, что нам было и нужно сейчас. Свое мнение можете оставить в комментариях под этим видео.
Обязательно следи за анонсами, а еще лучше подписывайся на канал и включай уведомления. Есть группа во ВКонтакте, где я дублирую видео, и телеграм-канал, где я также дублирую видео и периодически пишу всякие новости. Выбирай удобный способ отслеживать новости канала и подписывайся, если в этом есть необходимость. Также канал можно поддержать через Donation Alerts и Boosty, перейдя по QR-коду слева или справа. Все ссылки также будут в описании и в закрепленном комментарии. Отдельное спасибо хочется сказать пользователю Дашечка за поддержку канала на Boosty. Спасибо за просмотр, мой дорогой друг. Пока-пока.